Обзор моей статистики торговли за, можно сказать, прошлую неделю, потому что сегодня суббота, когда я записываю для вас это видео, осталось 2 торговых дня в этом месяце, в июне, и я покажу то, что получилось, и то, что есть на текущий момент, и потом копнем в одну очень важную тему, которую я обсуждал с трейдерами на онлайн-торговле. Если вы не участник торговли, не посещаете чат, не переживайте, сегодня я вам расскажу то, о чем мы с трейдерами говорили, потому что, на мой взгляд, это очень-очень важно. Да? Почему это важно? Потому что это имеет место вот здесь, когда ты у правого края графика, и это есть вопросы, которые в твоей голове рождаются, ответов на которые нет в твоем торговом плане. И это называется уточнение, ясность, прозрачность перед тем, как ты начинаешь торговать. И чуть позже мы к этой теме перейдем, а сейчас давайте к моим трейдам, которые были. Мы возьмем весь месяц, как обычно, берем 3 число. Если вы не смотрели предыдущие обзоры по статистике выгрузки со счета, обязательно посмотрите. Да, я ссылки оставлю вот здесь справа наверху, либо снизу, они будут точно. Соответственно, мы берем, сегодня у нас 27-й, давайте обычно надо брать на 1-2 больше, чтобы захватить все. И у нас получилось чуть больше 1000 долларов. 1094 доллара 49 центов. Зайдем в детализацию. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы видим 1200, 14 долларов 43 цента. Это суммарный профит, минус 119 комиссии. И 1094 с учетом как раз всех комиссий, и проскальзываний и так далее. И вот здесь интересно, потому что первая половина или первая декада июня была бычьей, мы видим бычий рост. Потом я достиг экстрима, и предыдущую неделю, имеется в виду предыдущую неделю, я провел в консолидации, в восстановлении, в коррекции. Я тогда получил самую большую серию лоссов, которая, не самая большая в моей истории. Самая большая в моей истории вообще за всю карьеру это, если я не ошибаюсь, 12 лоссов, 10 или 12 лоссов подряд. Такое было один раз. Это 4 лосса. Здесь мы видим 4 лосса. Это был как раз один день, когда я нахватал серию сделок. Там были ошибки и какие-то недочеты. И затем мы видим в конце этой же недели, когда была просадка, я практически на 90% восстановился к хаям предыдущей недели. В начале вот этой недели, вот я держу курсор, ничего не происходило, плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Вторник, понедельник были вообще спокойные. И затем 2 подряд дня, это среда и четверг, на рынке были неплохие движения. Мне удалось капитализироваться, я достиг новых экстримов 12600, и большинство наших трейдеров тоже ловили здесь неплохие движения, и в конце недели небольшая коррекция, и где-то примерно в этих значениях я остался. Что касается самих цифр, то мы видим, количество сделок подросло. Это количество нужно делить на 2, потому что в каждой сделке 2 ордера. Соответственно, мы делим это количество на 2. Количество прибыльных сделок тоже самое осталось. И вот это соотношение, оно тоже примерно такое же. Соотношение 1 к 2. Плюс-минус. То есть на каждые 20 долларов, 40 долларов профита. Максимальный лосс остался на прежнем уровне. Это 45 долларов. Почему он на прежнем уровне? Потому что максимальный стоп зафиксирован вот здесь в советнике. Мой предельный риск зафиксирован вот здесь. Там 0,2, 0,3, 0,4%. Зависит от инструмента. Но стандартный мой риск 0,03%. 0,3% от депозита. То есть мы можем, по большому счету, увеличить этот процент и сделать не 0,3 в сделке, точнее не 0,3 в каждом ордере, а в сделке 2 ордера, того 0,6, а, например, сделать 1% суммарно, или 1.2, то есть 2 раза увеличить. То есть это можно сделать, тогда мы можем заработать не 10% к депозиту, а 20% при рисках
там, ну, около 1%. И при просадках не в 4 уже, а в 8%. Да? Потому что если мы удваиваем наш риск, то мы удваиваем нашу просадку. То есть если мы делали то же самое, да, торговали бы те же самые сигналы, только с большим риском, то мы имеем, да, более глубокую просадку, но при этом профит там удваивается тоже. Ну, как бы у каждого свои, да, каждый трейдер ставить там для себя свои задачи, комфортный порог риска у каждого свой. Кто-то говорит, мне комфортно 2% в сделке рисковать. Ну отлично, если ты берешь 2% уже, то не 10%, а 30% депозиту за месяц, но при просадках уже в 12%, да, там, процентов. То есть это легко просчитать, но еще раз, да, чем глубже ты проседаешь, да, тем психологически давление выше. Ну, опять-таки, у каждого свой порог. Но, тем не менее, у нас остается 2 дня до конца июня. В понедельник торговой сессии нет, во вторник, среду и четверг мы торгуем в закрытом чате. Ну, посмотрим, как сложится торговля во вторник. Давайте еще пару слов про то, что я хотел сказать в самом начале. Это называется уточнение. Вот первое, с чего вам следует начать, особенно если вы только, давайте побольше, только делаете первые шаги. Да, определите для себя в первую очередь инструменты, да, которые вам комфортно торговать. Это может зависеть от возможности вашего депозита, либо от брокера, либо от времени, когда вам удобно. Дальше таймфрейм. То есть реально какой таймфрейм на текущий момент выглядит более подходящим для вас. Да, если вообще непонятно, с какого начинать. Потому что если вы хотите торговать на минутки, на 5 минутки, то вы дейтрейдер, да, скальпер, как угодно. И у вас время, как правило, да, prime time, где все трейдеры торгуют в основном, это первые 2 часа открытия биржи, на которой вы торгуете, либо фьючерсы, либо форекс, не имеет значения, да, либо акции. Соответственно, вам нужно время, да, вы должны быть у экрана монитора каждый день в одно и то же время. Не то, что сегодня могу, завтра не могу. Да? И эти инструменты должны ходить в это время. Потом нужно определить вот это ядро своей торговой системы. Вот ядро моей торговой системы Cluster Trader — это уровни. Это могут быть абсолютно любые уровни поддержки сопротивления, но которые объективны. То есть они всегда строятся одинаковым образом. У меня это делается автоматически. Да, эти уровни строятся. Вы тоже можете найти способ, как это делать одинаково на постоянной основе. Я торгую, используя 3 основных комбинации возле вот этих ключевых уровней. Это пробой, коррекция. Это ложный пробой и это отбой от уровня. Все. И теперь, когда у меня есть уже концепция того, что ага, у меня есть уровни, у меня есть пробой уровня, что я дальше жду, какой конкретный сигнал. Да, я думаю, что вы, даже если день, 2, 3 на моем канале, прекрасно знаете, какие сигналы я торгую. И вот как раз первое условие, да, это пробой уровня. Но здесь недостаточно этой информации, пробой уровня. Я с трейдерами в закрытом чате подробно разбирал и давал задания на выходные. Прописать для себя не просто пробой уровня, а пробой конкретно какого уровня. Если со старшего таймфрейма, то с какого конкретно таймфрейма. Потому что ты можешь торговать, например, на минутном графике, условно, внутри дня. Ты можешь использовать пробой 5-минутных уровней, да, как уровней со старшего таймфрейма, либо пробой 15, либо часовых, да, с часового таймфрейма. И это радикально может повлиять на твой результат. Почему? Потому что разное количество сделок и разные движения оттуда могут приходить. Это очень важный момент, поэтому нужно прописать пробой конкретно какого уровня. У нас есть рекомендованная сетка уровней для каждого таймфрейма, но у меня, вы видите, прописано, да, какого конкретно уровня. Это в рамках торговли в американскую, да, сессию. Эти уровни адаптированы, да, для торговли в Америку. Но в системе вы можете настроить другие уровни для любого рынка, любого времени, любого таймфрейма, как вам комфортно. И дальше возникает вот эта ситуация, сигнал. Да, так называемая ротация бара — это не что иное, как чередование свечей с черного на белый, с белого на черный. То есть после пробоя уровня я жду, да, соответствующего сигнала. И дополнительный фильтр у меня SS3, да, третье условие — это фильтр, который находится внизу моего экрана. Вот смотрите сюда. Да. Первое условие — это пробой уровня. Да. Какого уровня? Это уровень S. S — это поддержка. Вот здесь это золото, минутный график, внимание, вот сюда. Мы практически в самом начале сессии этот уровень вот здесь пробили. Ставим вертикальную линию. Ответ должен быть да или нет. Да?
есть, если вы создаете правила, они должны отвечать на вопрос «да» или «нет», чтобы каждый, кто смотрит на ваш график, мог также дать ответ «да» или «нет», тот же самый, одинаковый. То есть мы пробили, что значит пробили? Закрылись телом ниже уровня S, да или нет? Да, абсолютно. Все согласны. Ура! После того, как мы пробили уровень, я жду чередования свечей, ротации бара. Какого чередования? Имеется в виду, где должно это быть чередование? Ведь может быть ситуация, когда цена пробьет уровень, вернется, и чередование будет здесь. Мы же пробили уровень, да, но чередование может быть над уровнем, а не под уровнем, если я продаю. Это разный контекст. Разная ситуация, абсолютно. То есть я продаю и в этой ситуации, и в этой, например, или только когда цена под уровнем. Это называется уточнение. Нужно уточнить сигнал. Потому что этот вопрос всплывет, когда вы будете у правого края графика. Ситуация, которой нет в вашем плане торговом, но есть на графике. Но она очень близка к вашему плану, но не до конца. И тут начинается сомнение, и ты начинаешь торговать от того, что чувствуешь, от прошлых сделок, от прошлого опыта, там 2-3 сделки назад, как у тебя пошли, от того, что говорит там старший таймфрейм, дейли график, какие новости, какое у тебя ощущение рынка, куда она вообще может прийти. То есть ты торгуешь как бы ожидания свои и предвкушение, но ты не находишься в моменте, ты не присутствуешь, ты смотришь либо на прошлое, либо в будущее, но ты не смотришь на момент. А чтобы смотреть на момент, должна быть ясность, прозрачность. И вот здесь есть уточнение. Если пробит уровень R либо S, то в момент RB, ротации бара, то есть чередования свечей, цена должна быть выше R либо ниже S. То есть, если цена выше S, вот это зеленая, видите, это S. Да, не будем к ней возвращаться, запомним. То есть, если чередование над уровнем, нет сделки. Да? Но если под есть, то есть вот квалифицированный сигнал. То есть произошло чередование, появились белые свечи, потом меня интересует черная. Первая черная свеча после пробоя вниз и при тренд-фильтре красном. 3 условия, которые говорят о том, что нажимай sell. Да или нет? Да, абсолютно. Цена под уровнем? Да. И когда это происходит, у тебя нет вопросов. И тогда решение идет само по себе. Ты не думаешь, что будет, ты не думаешь, что могло бы быть, а ты просто видишь свой сигнал, и это есть согласие. Все условия и внутренние твои, и там мозг твой, я не знаю, душа твоя, все согласуется. Потому что ты сам это для себя обозначил. Вот таким образом. Ну и, соответственно, дальше мои сделки выставляются автоматически с помощью советника. 28 пунктов стоп, 40 для первой цели, 120 для второй. Но здесь на самом деле цена не дошла до второго таргета, но при этом мы прошли $1. Сотню пунктов, это немало. Причем хочу обратить внимание на следующее поведение цены. Рынок дошел до следующей зоны. Вот здесь, это S. Давайте сделаем проще, трейдеры, чтобы вам было удобнее реагировать. Давайте мы сделаем проще. Сейчас я найду эту опцию. Мы поставим вот так. На 2 часа сместим. Мало. Надо на 1 час. Вот так. Давайте 1 час поставим. Ага, отлично. Вот так видно, да? И вот смотрите. Цена протестила уровень, дошла до этой зоны, отбилась. Потом снова такой же сигнал. Мы видим снова черный бар ниже уровня и снова тренд-фильтр красный. Но так как я в позиции здесь на sell, я не продаю здесь. Да? Не добавляюсь. Мне в моих правилах это не допускается. Можно, но я не делаю. Я не наращиваю позицию. Затем идем рынок после пробоя. Куда направляется? К зоне S2. Дойдя до S2, мы протестили. Кстати, как пушка. Рынок улетел. И уже совершенно другой тренд. Здесь мы видим, тренд-фильтр поменялся. Хотя первые сигналы были вот здесь. Да, мы видим потери скорости. И рынок развернулся. Но тем не менее, сейчас мы возвращаемся вот к этой ситуации, да, и к ясности исполнения. Ясность исполнения. Это очень-очень трейдеру важно. Я не буду сейчас погружаться во все детали, да, конкретных сигналов. Это был такой пример, не в плане того, что это профитная сделка, там убыточная. Все мои сделки вы видите вот здесь, трейдеры.
Вот все мои трейды, да, и какие-то моменты просадок, и какие-то моменты там, подряд, когда у меня профитные трейды. То есть я с вами делюсь то, как у меня это происходит, как мы работаем с трейдерами в закрытом чате, и как вы это можете делать. Неважно, вы участник чата, либо вы смотрите мои ролики на YouTube и по ним учитесь. Это не имеет, на самом деле, существенного значения. Почему? Потому что это зависит от вас, да, насколько информация, которую я даю вам здесь, она помогает вам расти, и насколько вы чувствуете потребность в том, чтобы подключиться и увидеть все воочию, то есть вот как оно есть, потому что примерно 60-70% сделок со вторника по четверг я открываю с трейдерами именно на онлайн-торговле, потому что я начинаю торговать 4:30 Москвы, и уже 10-15 минут, там 20 минут 6 я уже подключаюсь к трейдерам, и там торгую еще 1,5, может быть даже больше, да, примерно грубо 15 минут 6 до 7 часов, то есть почти, грубо 2 часа. То есть мое личное торговое время значительно меньше, чем торговля с трейдерами, да, поэтому большая часть сделок открывается именно там. И что самое интересное, порой бывают ситуации, где меня, и я это тоже замечаю, и как раз обращаю внимание на это трейдера, потому что это тоже очень важно, когда тебя в какой-то момент уносит в сторону, то есть ты вдруг начинаешь обращать внимание, либо зацикливаться на каких-то сделках, сигналах, вдруг тебе пришла идея это продать или это купить, и важно включиться вовремя, чтобы тебя не унесло в ту сторону, в серую, да, вот в эту часть темную, которую ты не знаешь, но что-то вдруг какой-то тебя ветер подхватил, какой-то эмоции тебя захлестнули, и ты вдруг увидел возможность, все, я это сейчас продам, и забыл про правила. То есть прям вот резко так тебя может унести в сторону, ты можешь туда и дальше пойти. Поэтому ты должен осознанно вернуть свой фокус внимания на настоящее, не на будущее, куда там цена. Вдруг тебе показалось, что там сейчас, если этот уровень пройдут, это же недельный уровень, куда могут улететь, надо точно. Все, ты уже... И вдруг вот это то, что так ты берег, да, так за этим следил внимательно, с соблюдением правил, просто да, незаметно рассеялось, и ты уже все, весь в какой-то в будущем каком-то ожидании возможного события, или там сейчас стрельнет, то есть ты потерялся, да, вот в своем вот этом предвкушении каких-то будущих там сделок, сигналов и так далее. И самое главное, не забывайте благодарить себя в первую очередь за то, что вы... Неважно, даже если у вас день был не самый лучший, за то, что вы не просели больше. Либо если вы заработали, за то, что вы заработали столько, сколько вы заработали. А не то, что я бы мог заработать еще больше. Если бы я это не сделал, если бы мне этот сигнал, Ну, то есть вот этим вот заниматься. И тогда реально, вы почувствуете это, короче. Вы почувствуете момент, когда вы находитесь в гармонии. И с собой, и с окружающим миром, и даже с рынком, как это банально бы не звучало, хотя каждый стремится забрать на рынке ваши деньги, да, потому что также не просто так же сидит, но тем не менее это то, что реально позволит быть счастливым трейдером, да, и получать от этого истинное удовольствие. Все, большое спасибо еще раз, всего доброго и до связи, пока.